Новые подробности по двигателям БПЛА Шахед-136, он же Герань-2. На моем канале есть видео о технических характеристиках и откуда этот мотор скопирован. Но с осени 2022 года накопилась новая статистика и немножко понимания. Начнем с того, что вероятнее всего мотор обходится в производстве около $2000 или даже менее. А 17 тысяч, как я говорил в предыдущем видео, это стоимость оригинального немецкого Limbach 550E. Приблизительно с августа 2023 года начали сбивать шахеды уже по большей части россиянского производства с характерной серией И, со многими мелкими и не очень отличиями от иранского исходника. На фото хорошо видны две сдвоенные катушки зажигания, а для уменьшения вероятности сползания свечных проводов прихвачено аж двумя кабельными хомутами. Сами бронепровода экранированные, видимо, чтобы вносить минимум помех в работу оборудования на борту. Свечи, судя по всему, китайские Torch, система питания карбюраторная, карбюраторы, вероятнее всего, китайские, и это одна из вариаций на тему ирландских карбюраторов Tillotson. Впрочем, что за конкретно модификации, мне выяснить не удалось, маркировка и серийные номера в большинстве случаев спилены. Мне под видео на эту тему писали многие, что подобные карбюраторы применяются на некоторых бензопилах и прочей технике, но ни опровергнуть, ни подтвердить это не могу. Из нововведений, судя по всему, россиянские инженеры добавили специальный бочонок в топливопровод, дабы сгладить пульсацию магистрали, поскольку каждый из карбюраторов является и небольшим топливным насосом. Карбы стоят по классике жанра на изолирующих проставках, дабы уменьшить их нагрев. Дудки, они же Velocity Stacks по-английски, есть разных длин и цвета. Видимо, с этим экспериментировали, так как от длины зависит волновая настройка двигателя, а следовательно мощность и крутящий момент. Из How Know, а точнее Know-How, это на концы дудок прикручена пластиковая или металлическая сетка. Видимо, от попадания крупных частиц в мотор или же отлетевших кусков планера при попытках сбития. Решение крайне корявое, не буду говорить почему, дабы не давать подсказку врагу, но свою задачу выполняет. Долго я ломал голову, на зачем же стартер в одноразовом БПЛА, но некоторые размышления привели к выводу, что он оставлен для возможности перезапуска двигателя в случае, если он вдруг заглохнет. Также по некоторым данным иногда применяется тактика, когда на крайнем участке полета шахед глушит свой двигатель и планирует на цель, дабы уменьшить вероятность его обнаружения. Также, что заметил, как минимум существует две вариации винтов под стартер. Если ранее были тарельчатые, то сейчас иногда встречаются и плоские. Максимально облегченные, с чем это связано непонятно, возможно просто разные типы стартеров применяются в зависимости от их наличия. Рядом закреплен бублик с магнитами для считывания положения коленвала и два датчика. По поршневой группе все стандартно, как для двухтактника. Два кольца и довольно-таки массивный поршень. В противоположной части от винта размещен генератор для питания всего бортового оборудования. Также в процессе поиска материалов наткнулся на свежее фото одной из сбитой Херани серии К. Что характерно, черный картер двигателя и прилично разнится маркировка от более ранних экземпляров, что немножко наводит на мысль, мол, двигатель локализуется или локализирован уже по производству, а не завозится извне. Также, что бросилось в глаза в другом сбитом образце, что фланцы к выхлопным трубам приварены явно аргоном, а не полуавтоматом, как это было ранее. Интересно, почему и зачем? Кстати, долго меня терзала мысль, с какой целью установлены 4 отдельных трубы, а не один общий выпускной коллектор с глушителем, ведь инерция выхлопных газов при этом не используется, а двухтактный двигатель весьма чувствителен к резонансам, да и заметность по звуку была бы куда ниже. Но ответ, вероятнее всего, до банального прост. Во-первых, это лишний вес, а во-вторых, это сильный тепловой след от нагретого глушителя, что может быть использовано для более эффективного обнаружения и сбития. Интересно было поковыряться в конструкции подобного двигателя вживую, а еще интереснее было бы восстановить и запустить подобный экземпляр, но, к сожалению, это вряд ли осуществимо. К слову, наши украинские барыганы уже давно выставляют подобный сбитый металлолом за десятки тысяч гривен на разных ресурсах. Короче говоря, ничего нового. Вот и все, что мне есть сказать пока что по этому поводу. Комментируйте, оценивайте видео, а может быть даже подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, мира, добра и всего хорошего.